Втулки от туалетной бумаги – самая доступная заготовка для творчества. Сегодня я решила объединить для вас 4 самых популярных проекта в одном видео. Откладываем 1 см от сгиба и продавливаем линию. Переворачиваем втулку и от другого сгиба продавливаем точно такую же линию. От края откладываю 2 см и еще 1 см. Продавливаю параллельные линии. С другой стороны делаем то же самое. По сгибам делаю разрезы до второй линии. Из этого будет донышко. Продавливаю еще одну линию, отступив от края 1 см. Я покажу 3 идеи декора. Тонирую по краям и сгибам акриловой краской. В распылителе акриловая краска, разведенная водой. Декорируем штампами или трафаретом. Вторая идея декора. Наношу тонкий слой строительной шпаклевки на всю поверхность коробочки. В клей ПВА, разведенный водой, погружаю кружево. Когда полностью высохнет, окрашиваю акриловой краской вбивающими движениями. Покрываю акриловым лаком. Окрашиваю акриловой краской, сильно разведенной водой, так, чтобы краска попала во все углубления. Сразу стираю увлажненной тряпочкой. Белая акриловая краска. Для третьей идеи декора беру салфетку. Приклеиваю на клей ПВА, разведенный водой. Темно-коричневую краску сильно разводим водой и делаем набрызг. Испитые и высушенные чайные пакетики. Приклеиваю на клей ПВА, разведенный водой. Пакетик предварительно прогладила утюгом. Покрываю акриловым лаком. В такую коробочку можно положить денежный подарок, маленькую открытку, добавить к купленному подарку, вложив внутрь квитанцию на обмен, если подарок не понравится. Внешняя окружность радиус 7 см, внутренняя радиус 4 см, угол 90 градусов. Делаем развертку усеченного конуса. Склеиваю на резиновый клей, подойдет любой. Наношу тонкий слой шпаклевки. Для первой идеи декора берем салфетку с мелким цветочным принтом.
приклеиваем на клей ПВА, разведенный водой. Для второй идеи понадобится белый слой салфетки. На трафарет наносим шпаклевку или текстурную пасту. Даем высохнуть и наносим еще один слой для большей фактурности. Вырываем фрагменты руками. Наносим клей ПВА. А затем, как при обычном декупаже, приклеиваем на клей ПВА, разведенный водой. Хорошо прижимаем, выгоняя воздух. Покрываем акриловым лаком. Окрашиваю акриловой краской. Немного просушиваем и стираем краску слегка увлажненной салфеткой, выделяя фактуру. Горшочки можно превратить в магнит или сделать небольшое панно. Измеряю окружность втулки. Делю на 4 части. Откладываю высоту домика. Откладываю 2 сантиметра вниз. Размечаю линии среза для крыши. Вырезаю донышко из крышки от яичного лотка. Оклеиваю скотчем. Это предохранит тонкий картон от размокания. Из плотного картона вырезаю крышу 5 на 9 сантиметров. Из проволоки делаю петельки для подвеса. Приклеиваю на универсальный клей. Строительную шпаклевку наносим щетинистой кистью, создавая фактуру. Когда высохнет, окрашиваю акриловыми красками. Выделяю фактуру белой акриловой краской сухой кистью. Расслаиваю вату. Приклеиваю на клей ПВА. Теперь вату необходимо пропитать клеем ПВА, разведенным водой. Прижимаем к основе по направлению ватного волокна. Искусственный мох приклеивается точно так же, как вата. Пропитываем клеем, а затем прижимаем. В акриловый лак добавила блестки. Украсить домики можно различными пайетками. Из детского воздушного пластилина можно сделать ягодки. Когда затвердеет, покрываем акриловым лаком. Такие домики можно повесить на елку. С одной стороны откладываю 2 сантиметра, с другой
там, где будет крыша, 2,5 сантиметра. Из втулки вырезаем крышу, ширина 4,5 сантиметра. Вставляю проволоку, у меня проволока для цветов. Крышу приклеиваю на универсальный клей. Закрепляю скотчем. У второго домика четырехугольная крыша. Покрываю всю заготовку не толстым слоем массы папье-маше. Разглаживаем поверхность. Я делаю папье-маше из бумаги и клея. Ссылка в описании под видео. И отправляем на просушку. Из кусочка фольги формирую основу птички. Покрываем папье-маше и тоже сушим. Из салфетки готовлю жгутики. Сверху наношу клей ПВА, разведенный водой. Молды с массой папье-маше отправляем в морозилку минут на 5. Когда птичка высохнет, делаем сквозное отверстие при помощи иглы. Домики готовы для росписи, но если хотите разместить их в саду, то необходимо защитить их от воздействия влаги. Готовим раствор. Вода и клей ПВА 1 к 1. Постепенно добавляю цемент. У меня белый, можно серый. Раствор должен получиться не очень густым, так, чтобы его можно было наносить кистью. Акриловую краску развожу водой. Окрашиваю методом смывки. Стираю влажной тряпочкой. Сухой кистью немного выделяю фактуру. Окрашиваю акриловыми красками. Покрываю акриловым лаком для наружных работ. Вот какие оригинальные вещицы можно сделать из втулок, которые мы привыкли выбрасывать. Какая из идей вам понравилась больше? Напишите об этом в комментариях. Не забудьте подписаться, если вы здесь впервые. Увидимся в новых видео.